Приветствую всех. Снова я выбрался на Волгу, на рыбалку. Сегодня 4 августа уже. Половина лета прошла. 4 августа, время уже 12. Я приехал сюда часов в 11. Час у меня заняло на то, чтобы надуть лодку, накачать, все погрузить. Вот. И снова я в районе острова Судачий. Уже все загружено. Единственное, я еще лодку до конца не докачал, потому что жара. Баллоны, чтобы не взорвались, я ее до конца не докачиваю. Даже, смотрите, я дотронуться не могу. Вот она такая горячая, что у меня рука не терпит. Перед тем, как сказать о моих сегодняшних планах, у меня здесь несколько нововведений. Кратко скажу, потому что я по этому сделаю отдельное видео по якорному Рыму. Помните, что в прошлый раз я сказал, что мне нужен якорь. В принципе, я якорь купил, но я его сегодня не привез. Якорь 4,5 килограмма. Я сегодня его не взял, потому что я сегодня планирую рыбачить не на глубинах и не на судака, а попробую на мелководье, вот вдоль камышей, в районе острова Судачий, ловить щуку и карася или карп, кто это был, я не знаю. Приманки купил дополнительные на карпа и на карася. Так вот, якорь я купил, и я хотел вот о чем рассказать. Я об этом сделаю отдельное видео. Я купил себе якорный Рым вместе с роликом. Я тут отрезал. Те, кто в курсе, наверное, знают, как это выглядит. То есть здесь якорный Рым такой, на который наматывается якорь. Наклеил. И якорный Рым я не установил. На нос его нужно устанавливать, потому что вместо якорного Рыма я использую вот эту систему. Якорный Рым такая набалдашина большая. Я не стал сюда ее клеить, чтобы сворачиваемость лодки не ухудшить. А я использую вместо Рыма эту штифт. Я покажу в отдельном видео, как это все работает. И расскажу нюансы относительно того, как правильно клеить. Так, я сейчас окунусь, докачаю баллоны и отправлюсь в путь. Посмотрим, что сегодня получится. Я до обеда, часа 3 просто поплаваю, пока рыбачить не буду. У меня задумка есть сплавать уже не на остров Судачий, который хорошо мною изучен, а проплыть туда где-то 2 километра вдоль берега. И там есть залив, но до залива я не доплыву. В общем, там есть еще один остров, я хочу его исследовать. Тут остров, он тоже на карте никак не отмечен, он безымянный, он весь заросший камышами, хотя на нем растут деревья, но мне интересно туда сплавать. Почему? Потому что я много раз видел, как рыбаки проплывали именно в ту сторону, когда я там в заливчике на рыбачьем стоял, проплывали в ту сторону. Я по карте посмотрел, там все в камышах заросло. И мне интересно туда сплавать. Потому что сейчас днем все равно, наверное, рыба не будет клевать, жарко. А я туда сплаваю и разведаю тот остров. И, кстати, тоже посмотрю, есть ли выходы на берег, чтобы можно было заночевать. Я, в принципе, взял спальный мешок. Можно будет на Судачьем заночевать, но тоже все зависит от того, будет там народ или нет. Сегодня не воскресенье, как я был в прошлый раз. Вы видели, да, прошлое видео, сколько там было народу на этом острове, как в центре города. Поэтому заночевать мне не получилось. Сегодня не выходной день, сегодня будничный день. Поэтому посмотрим, будут там люди или нет. В общем, если все будет нормально, то я останусь на ночь. Так, все, не буду затягивать. Сейчас окунусь, потому что весь мокрый. Докачаю баллоны и поплыву. Включусь уже, наверное, через 2 километра, когда буду подплывать к тому острову. Прилично я уже отплыл. Я плыву, хочу разведать. Там разведал островок. Там такая огромная заводь. Я сфотографировал, видео не стал снимать. Моторка мимо меня прошла. Я доплыл до Никольского храма. Он на берегу. Это Никольский храм. Здесь дальше там буточка такая беленькая, песок. Там пляж. Чуть дальше дома. Это
ну, чтобы не ошибиться, Куземетьево или Киземетьево. Буду видеоролик монтировать, точно напишу. Поселок Каземетьево или Киземетьево. Там мост и заводь. Я сейчас туда сплаваю, а вон видите, там сосновый бор. Это лес, Киземетьевский лес. Слышно, шумит. Электровоз, там железная дорога, там Юдино. Здесь вдоль всего побережья такие коттеджи, блин, роскошные, спуски в воду. Там катера такие, посмотрел, крутые стоят. Вот Никольский храм, сейчас я доплыву, ну, тут пляж такой простенький. Вон машина поехала по мосту. Я сейчас проплыву под мостом, и там слева еще один пляж. Я посмотрю этот пляж, хочу посмотреть, насколько большая там заводь, залив. Сравнить его с заливом в Дубках. Но сюда уже далеко ехать. Сюда, если ехать, это надо, ну, вот на 45-м, где я выхожу, на конечной, нужно садиться на 30-й автобус и ехать на 30-м автобусе. Вот здесь вот Никольский храм, и здесь остановка называется Красная Горка. Потом автобус поворачивает туда, в Юдино, вон где железная дорога. То есть здесь еще 3 остановки, нужно от конечной 45-го на 30-м проехать до Красной Горки. Я как-нибудь, может быть, сюда съезжу, вот в тот лес. Сейчас доплыву, посмотрю пляж, но без лодки. Просто возьму удочки и вот в том заливе порыбачить, так же, как в заливе Дубки. Ну ладно, надо сперва доплыть до туда. Так, ну причалил я на этот пляж. Это вот лес. Здесь камыши. Такой вот Каземетьевский пляж. Здесь вот лес. Ну, я не знаю, есть там грибы или нет. А вот он сам пляж. Небольшой, но какой есть. Сетка натянута для игры в волейбол. Я думал, пляж-то побольше будет, но он не очень большой. Вон мост. И здесь, по-моему, мелко. И что меня здесь обрадовало, это мальки. Много мальков плавает. А если есть мальки, значит есть рыба. А я вам больше скажу. Вон она плавает. Вот она, дохлая. Крупный карась. Ну, весь объеденный уже, дохлый. Вот этот мост. Я проплывал, там рыбаки с той стороны. Да и с этой вон стоят. Спрашивал насчет того, клюет, не клюет. Ну, говорят, не клюет. Спросил, есть ли рыба. Вроде сказали, в прошлом году ловили сорожку и карасей. Ну, в общем, вот такой вот пляж. Ну, не знаю, здесь задерживаться не буду. Поплыву обратно. Залив, кстати, небольшой. Ну, наверное, чуть шире, чем этот в Дубках. Но все равно не такой уж он и большой. Метров 100, наверное. На той стороне лодочная станция. А вон высотки стоят, это там Юдино. Ну, сейчас маленько отдохну и поплыву. Еще один фрагмент. Вон, смотрите, цапли. Вон она, видите? Крыльями машет, вон сидит. Вон взлетает, видите? Чух, и полетела. Серая цапля. Вот этот остров, про который я говорил. Ну, он, знаете, он такой... вот тут одна полоса, и вот там за ним вторая полоса. Он весь в камышах. Я хочу проплыть везде вот по берегу. Вот я сейчас заплыл вот с этой стороны. Так, где у нас Никольская церковь? Вон. Вон там мост. Я сейчас вот так проплыл. Вот здесь вот заплыл. Посмотрел вот этот берег. Тут камыши, на берег не выйти. И сейчас я буду огибать вот эту косу. Там за ней еще один большущий залив. И там
на следующей стороне тоже еще одна коса. Вон дерево видно. Я сейчас еще там проплыву. Моя задача просто посмотреть и найти место, где можно выйти. Потому что если я вдруг найду такое же хорошее место, как на острове Судачи, то я тут заночую. Периодически рыбаки проезжают. Ну вот я сейчас вот так вот дрейфую и кидаю спиннинг. Повесил. Ну вот такую маленькую. Большую не стал вешать. Здесь не глубоко, здесь где-то метра 3-4. Я вон там постоял. Но сейчас уже не буду стоять. Так вот дрейфую и покидываю. Вот этот ролик, кстати, очень хорошо работает. Мне стало гораздо проще доставать. И я сегодня взял, вон, видите, кирпич один. Потому что на глубине я не стою, а вот по мели буду. Прислушиваюсь, всплеска рыб нет. Ну, сейчас день, надо вечер ждать. Я вот поэтому хочу до вечера берег там просмотреть. Если не найду, тогда на остров Судачий. Ну и буду надеяться, что там никого не будет. Там уже буду рыбачить на карася, на карпа. Я много взял приманки, наживки много взял. Бойлы новые купил. Ну, потом я это все покажу. Просто это надо все делать вечером. Днем, я думаю, смысла нет. Тем более такая жара, рыба она где-то вот под берегом, в камышах, наверное, дремлет. Она даже не плещется. Так, вон деревья. Сейчас я вот это огибать буду и там еще исследую. Ну и пока дрейфую, вот я сейчас видео снимаю, а так я спиннинг покидываю. Маловероятно, конечно, что тут щука будет. Ну, кто его знает. Вон опять лодка поплыла. Так что погода хорошая. Погода хорошая. Хотя, знаете, жарковато. Я там на пляже, ну, где снимал, окунулся. Ну, хотя нет, не так уж чтобы жарко. Ветерок, когда обдувает. Нормальная, хорошая погода. Мне нравится. Ну, видите, как меня несет. Мне даже грести не надо. Летают эти хищные птицы, я не знаю, кто это. Конюк, ястреб, сокол. И вижу, пикируют в воду. Один раз спикировал, но рыбу не взял. Ну, видно было, я в бинокль смотрел. Если в когтях рыба, видно. Это, да, потому что она по поверхности плавает. Ну, помните, в прошлый раз там крупный карась-то плавал на поверхности. Но вот сейчас они летали, сейчас все, уже улетели, нету. Так, меня к камышам прибивает. В общем, я поплыл. Вон тот берег, сейчас буду исследовать. Вот этот залив, вот этот остров, видите, он вот так вот дугой. Вот я сейчас на той стороне был, коса, видите, он дугой. Вот я там вот был за той стороной. И я смотрел в бинокль место, где можно выйти. Я таких два места, ну, более или менее увидел. Первое место это вот, сейчас сюда подплыву. А второе место вот там чуть подальше. А все остальное камышами заросло. Вот сейчас сюда попробуем добраться. Никого нет. Ну, я думаю, что тут никого нет. Не знаю, насколько здесь глубоко. Слушайте, тут глубоко. Давайте смотреть. Пойдемте на берег. Так, фотоаппарат возьму. Это вот первое место. А там был еще второе, оно, ну, посимпатичней. Пологий берег.
Но я, чтобы проверить все места, ёшкин, тут как глубоко. Почти по колено. Да. А что так глубоко-то? Так, а лодку как мне пришвартовать-то? Не уплывет? А то останусь тут на острове. О, кострище. Да везде люди. Да, тут особо не походишь. Ну, переночевать можно. Вот здесь вот лодку разместить. В лодке переночевать. Прямо на берегу. Смотрите, даже это. Дрова есть. Мне костер жечь я могу. И дали что? Надо в лодку погрузить. Я смогу костер жечь. Ну, остров, конечно, как бы большой, тут ходить, но просто все заросло, видите, трава высокая. Вот куда-то тропинка туда пошла. Ну, тут все просто заросло. Все травой заросло. А так-то можно и вглубь куда-то. Ну, просто смысла нет вглубь лезть. О, кто-то побежал. Какой-то зверек. Мышь, что ли? Или ящерица? Кто-то пробежался в кустах. Вон туда куда-то дорога идет. Но я сейчас лодку пришвартую нормально. Потому что, чтобы не унесло. И похожу, посмотрю здесь. Вот эта тропинка куда-то туда пошла. Просто лодку, видите, я не привязал. Боюсь, улетит. Ну, как тут все заросло. Не, ну тут комары. Уже комары тут летают. Вон, кстати, залив. А там что, еще один залив? Там тоже деревья проплыть. Тут, видите, этот остров, он с таких вот состоит. Залив. Да, там он, по-моему, тоже еще одна коса. В интернете на карте смотришь, вроде небольшой. А на место приплываешь, а он очень даже большой. Так, ну, что, в принципе, нормально. Ветер оттуда дует. Надо будет лодку тогда вот здесь ставить. С подветренной стороны здесь ветра нет. Все, и в лодке переночевать можно. Хотя ветер даже хорошо, комаров будет сдувать. Можно прямо здесь поставить. Здесь костер разжечь. Так, поплыли, еще сплаваем в одно место. Вот справа еще один выход. Так, и мне надо вот эти вот чурки, наверное, я их с собой возьму. Вот это место, где, я думаю, можно причалить. Покидал спиннинг, поклевок нет. Но здесь вообще место продуваемое, конечно. Здесь вообще укрыться негде. Все, причалили.
хорошо жесткий пол на лодке есть. Я могу вставать. Так, ну, прибой в мою сторону. Не уплывет. А, тут вообще ничего нет. Ну, я имею в виду укрытие. Ну, тоже, видите, вон банка, вот кострище. Хотя, с одной стороны, есть плюс, что нет укрытия. Ветром будет обдувать, комаров не будет. Вот тоже, видите, тропинка. Запах какой. Это не душится. Я с голыми ногами, правда. Тут вон малина. Ну, место, смотрите, какое красивое. Все видно прям. Здесь красота будет на закате. Кострище есть. Слушайте, а вот это вот случайно не судачий уже? Надо бинокль взять. Вот куда я смотрю. Подождите, а там что за остров? Тут не должно быть острова? Или это вот все вот этот самый остров такой? Или это судачий? Хотя нет, судачий не может быть здесь. Слышите? Это не утка. Цапля, наверное. Это что за растение? Нет, это не душица. Я не знаю, что это за растение. Шиповник поспевает. Ну что, мне нравится это место. Ну и там хорошее, и тут хорошее. То, что ветер, не страшно, потому что я же ночевать буду в лодке. Я взял стелить. Ну, белая пленка такая большая у меня. 2х3. У меня их 2 штуки. На ней я лодку собираю, а я их 2 штуки купил. Пленки. Вот. А второй можно укрываться. То есть она прям всю лодку закрывает. И там в лодке спать. Так что то, что ветер, оно не страшно. Так, сейчас я это место сфотографирую. Ну, не знаю, плыть на судачий или не плыть на судачий. Сейчас надо посмотреть, сколько времени. Вон, смотрите, вон кто крякал. Цапля это была. Ну, не крякала, а кричал. Вон она полетела. Ну, не видно за деревом. Цапля была. Сегодня такой день больше не рыбалка, а разведка. Я его разведываю места. А рыбачить завтра буду. Я сегодня вот разведаю. Все, где что, где какие подходы, где можно выйти на берег, где стоянка. А завтра уже буду рыбачить. Ну и вечером, конечно, я снова порыбачу. Просто вот мне нужно было разведать. Я сейчас вот это оплыву. Нет, мне кажется, это уже судачий. Вон лодка пошла. Мне бы надо так сориентироваться. Потому что здесь больше не должно быть никаких островов. Но там дальше, где мост, там остров мутный, но это туда дальше. А здесь уже не должно быть островов. Скорее всего, это, ребята, судачий. Просто на карте там выглядит так, а когда на место приезжаешь, уже так. Потому что у меня компаса с собой нет, я не могу сориентироваться, где север, где юг. Если вот в той стороне восток, то значит это судачий. Так, ну ладно, я местечки разведал. Одно, второе. И там хорошо, и здесь хорошо. Так, баклажки, наверное, я не знаю, наверное, я их выкину здесь. Я взял эти 2 баклажки. Пойду сплаваю снова на судачий, вон Никольская церковь. Почему меня тянет на судачий, ребятки? Помните, в прошлый раз я там карася видел, карпа. Я сделал специальную ловушку. Она у меня в сумке. Ну, я покажу эту ловушку. Я хочу ее просто поставить
Но тут вот ее особо ставить негде, ее нужно ставить там, где нет волн, ни течения, ни волн. То есть в тихой заводе нужно ее поставить, где-то на 2 метрах глубины. Там вот как раз такая заводь. Я хочу там эту ловушку поставить. Вот. Ну и если там никого не будет, я бы там заночевал. Как-то мне просто там все привычней. Вот. Ну а если там кто-то будет, то вот у меня есть место, я приплыву сюда. Здесь даже можно по темноте приплыть. У меня фонарик есть. Тут ничего не надо. Прям вот приплыл, лодку раз сюда выгрузил, вытащил. Даже можно пленку не расстилать. Прям сюда, здесь ровная земля. Ну, пленка у меня есть. 2 пленки. Вот сюда, вот здесь вот мягкая трава. Все. Сверху накрываем и все. Так, ладно, пойду поплаваю. Мне вот интересно, вот это вот что за остров? Неужели это Судачий? Не знаю. Наверное, да. Потому что вот тут уже берег. Я приплыл вон с той стороны. Да, ребятки, наверное, там запад вот так вот. Это, наверное, вот Судачий. Они тут недалеко. Мне нужно сейчас просто сориентироваться, что если я там не заночую, я сюда приплыву. Просто чтобы не по темноте это делать. Знать маршрут. Как, где, куда плыть. Герман путешественник. Не, ну мне нравится путешествовать. Рыбу как-то ловить, знаете, оно скучно. Ну, сидишь, ничего не клюет. Я вот сейчас меня дрейфовало, ну, кидал я этот спиннинг, ну, не клюет. Когда не клюет, неинтересно. Зимой как-то все равно даже тоже немножко поинтереснее, потому что зимой, ну, не знаю, тоже иногда ведь не клюет, но зимой как-то почему-то мне зимой интересней. А летом, может, потому что вообще у меня рыба не ловится, поэтому... Ну, видите, я просто кидаю на щуку, а на карася это нужно опускать фидер, донку с кормом. У меня все это есть. Сейчас я сюда приплыву, в свой заливчик. Если там никого нет на острове, ну, мне, во-первых, надо поесть. Да ты как больно кусаешься. Слепень, пошел вон. Мне надо поесть, и я... Если там никого нет, я там кормушку, я покажу вам, что за кормушка, что за ловушка. Ловушку там поставлю, и там буду уже вечером ловить карася. Если там никого нет. Если там кто-то есть, тогда вот сюда приеду. Ну все, ладно, не буду затягивать, поплыл я. Ну я вот выплыл. Вот этот проемчик, я его запомнил, с острова Судачий. Мне, чтобы попасть на то место, надо держать курс на Новоникольскую церковь. И вон там высотные дома, это Юдино. Вот в этот проход, потом вдоль берега. И первый выход на воду, моя полянка. Здесь вообще никого нет. Рыбаков нет. То на лодках катались, а сейчас вообще тихо. Дрейфую. А дрейфую я к Судачему. Вот он. Да, то, что я там посмотрел, это, ну, через кусты. Это вот он, Судачий. Время 3 часа где-то. Не знаю, может быть, кину якорь. У меня балансир-то есть, судака. Попробовать. В такую жару. Ну, я сейчас все-таки хочу додрейфую. Я там поставлю ловушку. Вот. И потом пойду снова плавать, уже до вечера. Я маршрут проведал. До вечера буду плавать. Ну, часов в 7 где-то уже приплыву сюда и посмотрю. Если там на моем месте есть люди, то я тогда быстренько, пока не стемнело,
в этот проемчик и туда. Там-то, я думаю, никого не будет. Ну, там даже 2 места, вы сами видели. Но там, я думаю, вообще никого не будет, потому что, ну, там... Если не знаешь, что там такой, ну, выход есть, то здесь-то на Судачем все это популярно, тут все про него знают. А вот те 2 укромных местечка, их с воды даже не видно. Ну, в бинокль только я их разглядел. Так вот смотришь, камыш, камыш, камыш. Я только в бинокль увидел. И близко, когда подплываешь, видно, что у выхода есть. А так с воды вообще не видно. А на Судачем тут все места с той стороны Волги прям на ура видны. Поэтому, ну, в общем, вот такой сейчас план. Додрейфую. Выйду, проверю, нет ли там никого. Ну, я не слышу никаких голосов, шумов. Обычно шумно. И музыка играет, сейчас тихо. Скорее всего, там никого нет. Ну, посмотрим. Покажу вам ловушку. Поставлю ловушку. Вот. А потом, ну, можно плавать. Можно на судака попробовать. Здесь глубина-то рядышком. Вот я сейчас, кстати, плыву. Можно опустить балансир. Вот сейчас вот я где-то уже... Да, где-то уже здесь вот глубина. Здесь вот где-то уже 12 метров я проплываю. Ну, это потом. Сейчас додрейфую и проверю место. Сейчас проверим. Проверим сейчас, есть тут кто или нет. Вроде бы тихо. Пойдемте проверим, есть тут кто или нету. Неужели никого нет? Неужели?
еще одно место вот это. В прошлый раз в воскресенье, помните, тут двое сидели на стульчиках, а я вот здесь причалил. Слушайте, никого нет, ура! Ну, рано, конечно, еще радоваться, потому что вечером могут приехать. Но то, что сейчас никого нет, это меня очень радует. Вот здесь, помните, на стульчиках сидели двое. Ну и что это такое? Какой-то звук. Говно воняет. Фу. Все обосрали. Весь остров Судачи обосрали, а? Ну, неудивительно, столько народу. Вон, смотрите, туалетная бумага валяется. Тут целая группа, что ли, срала. А чё вот этот вот стоит? Так, ну все, отлично. Все отлично. А это что такое здесь? Это что такое? Что за сооружение? А, это у кого-то стул сломался. Слушайте, а эти трубочки бы я взял. Блин, у меня молотка нету, а чем их долбать? Они на чем? На заклепках. У меня только отвертка с собой. Заклепки раздолбать. Слушайте, вот, надо заняться будет. Да, если здесь буду ночевать, я займусь. А что это такое-то? Это стул, что ли? Я что-то не пойму. Как он работал? Что-то много слишком трубок. Ну ладно, хрен его знает. Я просто трубки пообломаю, пособираю. Это стальные трубки, они хорошие. У меня стульчик вот с таких трубок. Так, ну что, лишь бы сюда никто не наведался к вечеру. Если к вечеру никто не наведается, то я здесь заночую. Интересно, вода питьевая, нет? Вода питьевая. У меня воды мало. Ну, я взял 1,5 литра. Ой, голубь, смотрите, сидит. Здорово, дружок. Ты чего здесь? Первый раз вижу на острове голубя. Тебя покормить? У меня хлеб есть. Голубь. Ну, подожди. В лодку схожу за хлебом. Какие все-таки свиньи, а? Что это такое? Пиво. Ну, свиньи, как назвать? Ну, если здесь буду ночевать, я тут приберусь маленько. Сейчас надо этому принести. Подождешь меня? За хлебом схожу. Так, моя табличка живая? О! Таблички нет. Ну вот как называть, а? Не свиньи ли? Вася, подожди меня, за хлебом схожу, приду, тебе принесу. У меня с собой нету, а в лодке есть. Блин, у меня табличку с мою сломали. Видите, какие варвары. Как будто голоса там. Вполне возможно, что там кто-то... Ну... Угу. Рано я радовался. Рано я радовался. Вон там кто-то плавает. Так, а это что, уголь? Да, это уголь. Ну, мне без надобности. Уголь мне без надобности.
Не, вон они, люди там. Они, наверное, там где-то сбоку. Ну, не знаю даже, здесь ночевать или вот туда плыть. Ладно, посмотрим. Так, сейчас голуби надо покормить. Поставлю тут кормушку, ну и до вечера буду рыбачить вот тут в заводях. Кстати, может мне тоже окунуться. Лодка моя там надежна. Окунусь, наверное, тоже поплаваю. Так, голубь. Пойду голуби покормлю. Ну, голуби кинул гречу и горох. Клюет. Смотрите, кого я тут увидел. Тут, оказывается, змеи есть. Уж. Я его сфотографировал. Уже уполз. Пока я за камерой ходил. Полметра где-то. Вон он. Какой-то странный уж. Не знает, куда ползти. Тычется башкой. Заметил меня, что ли? Ну, они безобидные. Плавают, кстати, хорошо. Ужи. Блин, змею увидел, что-то передумал тут ночевать. Не, она не кусается. Ну, как бы не ядовитая. Но укусить может. Просто в палатке-то спать не боюсь. В палатке все герметично закрыто. Туда не залезешь. А лодка-то что? Просто прикрыта будет сверху и все. В лодку-то залезешь? Не знаю. Да мне кажется, уже везде есть. На том острове, где я был, тоже, наверное, есть. Ну, не знаю. Так, я вроде... полотенце. За полотенцем пошел. Надо под ноги теперь, оказывается, смотреть. Вода ушла, что ли? Вон лягушки прыгают. В лодку ко мне только не запрыгните. Вода ушла, что ли? Потому что как-то мелко стало. По-моему, она вот здесь вот была. Я вот тут вот уже садился.
теперь вон как. Вот в этом заливчике я ловушку поставлю. Надеюсь, про этот проход кроме меня никто не знает. Так, пойдемте я покажу, что за ловушка. Если уж залезет в лодку, блин, неприятно будет. Кто его знает? Полезет он в лодку или нет? Ловушка простая. Это пенопласт, намотана леска, 3 крючка. Здесь подцеплять грузило. Камень, обычный камень. И опускаешь на дно. Она плавает. И 3 крючка. На крючки наживку. Все, рыба подходит, хватает за наживку, и она на крючке. Груз нужно такой, где-то в районе килограмма, чтобы я поднять мог леску, и чтобы рыба не утащила. Хотя если крупная клюнет, то, наверное, килограммовый кирпич она утащит. Хотя фиг его знает. В общем, вот попробую. Сейчас опущу вот в этот заливчик. И пусть она стоит. Голубь ходит и не уходит. Так, пойду окунусь, а потом поплыву рыбачить. Сейчас уже ближе к вечеру. Ближе к вечеру можно будет уже на карася здесь рыбачить. Буду здесь. Че? Нормально же. Здесь лодку поставлю. Если кто-то вечером придет, то быстренько чук и туда. Еще подумаю. Здесь удобнее, но про это место многие знают, могут приплыть. Там тоже хорошее место, в принципе. И про него никто не знает, туда точно никто не приплывет. В общем, я в раздумье. Посмотрим. Пошел я на глубину, встал. Я опустил свой балансир на судака. Я там около берега хотел порыбачить. Блин, комаров! Тьма! Нафиг. Ловушку вот поставил. Кстати, я так подумал, надо таких ловушек побольше понаделать. И в каждом заливчике их повтыкать. Очень хорошо она работает, эта ловушечка так грамотно стоит, никуда ее не уносит. Будет здорово, если сейчас кто-нибудь клюнет. Я там не стал рыбачить, я уплыл. Комаров вообще. Вот где ветра нет, там комаров тьма. Здесь кинул кормушку, набил ее. Гречка с криком. И бойлы. Купил бойлы с чесночным вкусом. С чесночным вкусом, запахом. Вот такие желтенькие. На дубках я вот на него поймал сорожку. Пока поклевок нет. Здесь хоть ветер, комаров нет. Блин, я там замучился с комарами. Уплыл оттуда.
но поклевок нет. 5:30 время, но я до 7 здесь побуду. Потом пойду ловушку свою подберу, проверю. А потом на ночлег. Я даже вот пока сейчас в раздумье. То ли здесь на острове, то ли вот туда мне поплыть. В хорошее местечко. В принципе, тут недалеко. За полчаса я доплыву. Там хорошее место, что можно рыбачить. Хотя и тут тоже можно с удочки кидать. Не знаю. Просто здесь оно известно и могут приехать. Хотя и на ночь кто приедет? Не знаю, в общем, пока. Пока не знаю. Я когда пойду за ловушкой, выйду, посмотрю. Да, аккумулятор-то разряжается. Я боюсь, на завтра видео я не смогу снимать. Или на фотоаппарат буду снимать. Чуть-чуть заряда хватает. Заливчики. Там вот в камышах что-то плещется. Но это могут быть и утки, могут быть и лягушки. И вот те двое мужиков, по-моему, там я голоса их слышу. В общем, я решил плыть в то место, где был. Вон моя, видите, плавает. Проверил, наживка на месте. Я туда еще горох кинул. Ну, у меня прикорм. Горох еще вокруг покидал. Оставлю я ее здесь на ночь. Пусть она ночь здесь будет. Я 2 хотел сделать. У меня крючков. Мне надо в рыболовный магазин идти за крючками. 3 крючка там. На ночь оставлю здесь. Тут все равно никто не плавает. Поэтому, плавает эта фиговинка. Никто ничего не заподозрит. Ветерок подул, комаров нет. Поплыву туда, там буду. Потому что там порыбачить можно прям с воды, близко. И лодку затаскивать тоже рядом. Здесь через кусты туда лодку тащить. Да и место такое, кто угодно может приплыть. Даже ночью. Ну его нафиг, рисковать. Прошлым летом, помните? Уже стемнело. Я уже палатку поставил. И приехали в темноте. Туда точно не приеду. Ну там места нет. Увидят, что там я. Так что сейчас все поднимаю. Солнышко уже тут. Доплыву до туда, и там еще буду рыбачить. Я, наверное, с берега там порыбачу. Лодку вытащу. Там глубина сразу хорошая. Закину кормушку. На ночь даже оставлю. Ночью может быть клев. Не знаю, вряд ли получится так уж прям спать крепко. Ну, ночная рыбалка тоже бывает. Так что поплыву сейчас туда. Так, ребятки, быстро записываю последний видеофрагмент. Я сбегаю. Я думал переночевать. Нифига. Так, давайте быстро записываю. Мне полчаса до дома плыть и час лодку собирать. Солнце уже садится. Комаров, это вообще жесть. Мне кто-то в комментариях написал, можно в лодке переночевать? Да елы-палы, в лодке-то, конечно, можно переночевать. Комаров, это жесть. Я привык в палатке ночевать. В палатку закинул барахло, закрыл и все. И в палатке как в домике. И там я разогреваю себе еду на этой, на плиточке, на маленькой, все, никто ничего не жрет. Это просто жесть. Я вот сейчас высадился, быстро все покидал. Короче, плыву, собираюсь, ночевать нет никак, без палатки. Ну, можно, но это будет мучение. Это будет мучение, потому что комаров жесть. Ну и костер надо большой. На этом острове дров вообще нет. Поэтому костер не получится. Все, ребятки, благодарю за внимание. В общем, вот такое получилось видео. Ничего не поймал, ничего не клевал. Я даже сейчас эту свою там не буду эту ловушку брать, пусть она стоит. Через недельку, может, сюда снова приеду. Ну, в общем, я понял еще одно. Без палатки, ну его нафиг. Это просто мучение. Может, конечно, и можно переночевать в лодке, да. Но покусают, будь здоров. Комаров просто море. Ветер стих, я думал, еще ветерок будет. А ветер стих и все, и комаров просто жесть. Поэтому ну его нафиг. Сейчас по темноте буду лодку собирать. Все, благодарю за внимание. Видеоролик загружу в YouTube, в Дзен, ВКонтакте и фотографии на своем сайте выставлю. Всем пока.